Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вечерний обзор. Давайте посмотрим, что сегодня произошло, какие события свершились, к чему эти события приведут в ближайшее время. И подумаем, что будет на вечерней сессии. Так, сегодня, конечно, объем промпроизводства по Германии месяц к месяцу не порадовал, не очень это все хорошо. Зато Соединенные Штаты цветут и пахнут, как будто кризиса не было. Выросла вдруг, внезапно, средняя почасовая зарплата. Там это очень важный показатель, потому что в Соединенных Штатах там оплата труда происходит не по дням, как у нас, а исходя из количества отработанных часов. Так, ну и изменение числа занятых в несельхозсекторе просто ракетой улетело вверх. Доля экономически активного населения растет. И самое главное, безработица просто провалилась. Была 5,9, предполагалось 5,7, стало 5,4. Ну смотрите, это прямо тройка-семерка туз. С таким раскладом можно хоть завтра взвинчивать у ФРС ставки и прекращать выкуп облигаций. Соответственно, это стукнуло почему? По золоту и по NASDAQ. Так, друзья, хотел с российских новостей начать, но сегодня их просто, к сожалению, невозможно читать. Ну вот за исключением, конечно, вот этого фактора, связанного с Газпромом, там авария произошла, которая в копеечку влетела. А так что-то сегодня просто в новостях какой-то ужас-ужас происходит. Меня вот больше всего порадовал вот этот пункт по поводу прироста населения к 2024 году. Ну и в общем-то вполне ожидаемо в текущих условиях, что сильные, очень сильные данные по рынку труда США, они вызвали немножко гиперболический эффект, искривленный. То есть по идее здесь все должны бы обрадоваться и все рынки выдохнуть, но здесь все пошло немножко не так, по своему особому пути. Так, друзья, ну у меня в общем-то один вопрос глобально, исходя из такой статистики в Соединенных Штатах. Следует ли, что кризис закончился? Как вы сами считаете, ощущаете ли вы окончание кризиса или нет? Интересно мнение людей, которые смотрят мой канал. Есть ли намеки или есть ли видение, что в ближайшее время действительно кризис будет закончен во всем мире и в России? Если у вас есть своя точка зрения, пишите, пожалуйста, под этим видео, давайте обсудим этот момент. Лично мое мнение на этот счет следующее, что это временная заминка, переминка. Соответственно, все это осенью, ну, либо может быть чуть попозже, приведет к определенному коллапсу. Это наиболее вероятный сценарий. Либо осенью что-то произойдет, связанное с тем, что инфляция не удержится. Либо в результате резкого отказа от выкупа облигаций, поднятия ставок или даже просто риторики таковой, это вызовет негативные последствия, которые рынки просто сложат. Опять же, я не провидец, не там предсказатель, но я смотрю на мир открытыми глазами и пытаюсь понять, что происходит. Чаще я все-таки надеюсь, я понимаю по большей части, ну по крайней мере основные моменты тех механизмов, которые подчас стоят за происходящим. Система, которая находится в метастабильном неустойчивом состоянии, она не может на текущий момент, по моему мнению, быть признана восстановленной. Не все перекосы устранены. Это, скажем так, первое движение наверх, которое кажется успешным. Конечно, потом в дальнейшем все будет хорошо, но сейчас не все вопросы решены и не все шероховатости, странности того мира, который был, они стерты в пыль, и поэтому будет продолжаться колбасня и различные движения очень резкие и волатильные. На фоне всего этого идут разговоры отчаянные по поводу того, что же сделает Байден с Джеромом Пауэллом, когда у него истечет срок, если не ошибаюсь, в начале следующего года, в феврале. Ну смотрите, я думаю, здесь варианта только два. Нет, конечно, понятно, он его либо оставит, либо уберет, поставит своего человека. Но я немножко с другой точки зрения, что если осенью все-таки случится кризис, то, возможно, Пауэлла назначат виновным, и тогда он уйдет.
Но если осенью пройдет все гладко и действительно вот вся эта пертурбация, она отложится на следующий год, то тогда, я думаю, Пауэлла, скорее всего, оставят, потому что он достаточно лояльный, интеллигентный человек, нейтральный. И, как правило, таких людей, их, ну, по крайней мере, стараются без необходимости не трогать. Таковы приоритеты в западном мире, где система сдержек противовесов, где так называемая демократия, потому что там четко понимают, что если поставить какого-то своего человека, у которого читается интерес, то, соответственно, это будет вызывать как минимум пересуды, а как максимум противодействие, стремление его убрать или снять. Ну, собственно говоря, что мы и наблюдали в течение правления Трампа. Все вот эти действия, которые пытался проводить Трамп, расставляя своих людей, они приводили к тому, что либо люди от него отрекались, либо они с треском проваливались. Так, друзья, вот еще такая интересная тема. В общем-то, из-за этой темы, собственно говоря, мы и видим такие колоссальные движения в стоимости природного газа. И, собственно говоря, здесь с учетом такой тенденции вполне мы можем увидеть в ближайшие год, два, три движение Газпрома к 1000 рублей за одну акцию. Единственное только вопрос, как это будет сделано. Это будет сделано сразу, либо это будет сделано путем просадки, например, на 120 или на 70. Но здесь в этом и есть великая загадка рынка. С чем связано такое мое видение? Но это связано с тем, что фактически искусственно создали узкое горлышко, и это узкое горлышко, оно начинает фонтанировать очень энергично. Во-первых, в результате такой значительной перетряски позакрывались многие сланцевые добычи газа. То есть изначально вообще сланец, он под газ разрабатывался и исследовалась эта технология. Соответственно, газовая отрасль подсдулась. При этом Соединенные Штаты как раз вот накануне всего этого обещали и хвалились, что они весь мир зальют дешевым сланцевым газом. Теперь в результате возникла такая ситуация, когда газа стало меньше, при этом искусственно на него раздувается ажиотаж. Это связано с тем, что переход на новые так называемые чистые технологии, они делают непременным именно использование в начале как минимум газа. Почему? Дело в том, что энергия получается в результате сгорания углерода и водорода, входящего в состав ископаемого топлива. Природный газ — это в основном либо метан, либо этан. При сгорании его выделяется минимальное количество так называемого токсичного, ужасного, более опасного, чем плутоний-244 и уран-239 из стволов углекислого газа. И, соответственно, больше углекислого газа на единицу получаемой энергии выделяется только при сжигании угля. Прошу прощения, наибольшее значение углекислого газа при сжигании угля, наименьшее на единицу энергии при сжигании метана. Это связано с тем, что стихиометрически в метане больше всего водорода по сравнению с другими ископаемыми источниками топлива. И поэтому составляющая при производстве энергии в результате сгорания метана, которая связана с окислением водорода, она самая значительная. Если мы будем брать бензин и далее дизель, мазут и так далее, то там количество атомов водорода, которые приходится на количество атомов углерода, оно меньше. В результате чего, что мы получаем? Мы получаем, что при сгорании, получении там, допустим, 1 мегаджоуля энергии выделяется больше углекислого газа, чем при сжигании природного газа. Ну и максимальное количество углекислого газа выделяется при сжигании угля, графита или алмаза. Алмаз же это тоже чистый углерод. Соответственно, здесь получается две полярности. Либо метан, рядом же идут этан, пропан, но на самом деле у метана самое большое, самое мощное соотношение по водороду. Если его еще предполагается бодяжить водородом и метан, водородную смесь сжигать, то вообще как бы предполагается, что СО2 тогда будет совсем небольшое количество. Соответственно, вот эта раскладка, то, что в рамках зеленой энергетики нужен только метан, ни в коем случае не нужен уголь, и нежелательно использование бензина и дизеля, поскольку они дают больше СО2, а весь мир
сейчас сходит с ума от СО2, хотя на самом деле, по моему глубокому убеждению, если этот вопрос исследовать глубоко и проводить анализ, как влияют другие факторы на изменение климата, на рост температуры, то вполне может оказаться так, что, допустим, углекислый газ, он оказывает далеко не первостепенное влияние на это. И тем более углекислый газ, который происходит в результате сжигания топлива. Но этим голову никто забивать не хочет. Нужно обновлять основные фонды, выходить из кризиса, и поэтому весь упор, вся ставка сделана на природный газ. Ну и это неминуемо сейчас будет оказывать влияние на российские газовые акции, на Новатэк и Газпром. Но Газпром сейчас немножко подкосили с этим ямальским инцидентом. Но уже как бы идет значительный спрос на природный газ, и этот спрос будет только расти. То есть энергия, пока не будет выстроена водородная энергетика, и уголь проклят, нефть почти проклята, соответственно, какая остается альтернатива? Пока не заработали ветряки и солнечные батареи, остается сжечь газ. Газа немного, и поэтому даже страшно представить, что в ближайшее время будет с ценами на газ. А еще вспомните, постоянно идут заявления о переводе на электромобили, в частности Америку, к 2030 году. Половина автомобилей должна быть электрическая. Постоянно идет нагнетание, финансирование. И, в общем-то, может в один прекрасный день оказаться так, что цены на газ, они улетят в космос. Ну и во всей этой ситуации, на самом деле, в крайне неблагоприятной позиции оказалась именно Европа. Потому что Европа, она очень сильно зависела уже от импорта газа, и сейчас, с учетом того, что возникает дефицит газа, Европа, еще Япония, они, в общем-то, окажутся заложниками всей этой ситуации. Так что, опять же, я не могу сказать, что я там фанат Газпрома и той политики, которую он проводит, но здесь современный мир, прекрасный новый мир, руками зеленых технологий, он сам, в общем-то, создал такую модель развития и движения. Так, друзья, ну давайте перейдем к графикам. Цены на газ, месячный таймфрейм. Ну, как мы с вами видим, здесь по газу гораздо больше целей наверху, к которым можно стремиться. И здесь, в общем-то, простор для кисти художника, он гораздо шире, чем в случае с нефтью. Так, друзья, далее индекс доллара. Беру месячный таймфрейм. Опять же, по месячному таймфрейму сейчас вот еще небольшое движение и закрепление на 93,5. Если такое происходит, то у нас здесь фактически модель двойное дно, и цель движения по доллару, по индексу доллара будет находиться в районе 97,3. Если на дневочку переходить, здесь, соответственно, ждем, как будет закрытие сегодняшнего дня и недели. При пробитии ключевого уровня и закрепления мы можем приблизиться к тому сценарию, который показывает месячный график, который в случае консолидации в районе вот этих значениях приведет к значительному росту доллара против других валют. Опять же, это пока один из сценариев. Но то, как взбудоражилась американская общественность на фоне таких данных по безработице, и то, какие пошли колебания, которые указывают на то, что рынок находится на хаях, вполне может говорить о том, что по индексу доллара формируется движение именно наверх. Так, друзья, далее нефть. Но смотрите, по нефти цели локальные были выполнены, после этого она свалилась в штопор. Но где-то вот от этих значений я вот предполагал, ну может быть чуть-чуть повыше, что вот это движение пойдет вниз. Оно по идее должно дойти куда-то в район 71. Далее вопрос 69,7 устоит, не устоит. Если 69,7, 69,6 устоит, то это было бы прекрасно. Это значит, нефть здесь консолидируется и будут ее гонять туда-сюда. Если не устоит, то мы переходим в другую энергетическую субстанцию, и там уже будет идти вопрос относительно удержания уровня 66,25. Пока здесь на часовом таймфрейме разворотных формаций на остановку вот этого снижения я не наблюдаю. Так, друзья, далее американский индекс S&P 500, часовой таймфрейм, но здесь на фоне таких чудесных данных он просто улетел в космос. Правда, он уже немножко вернулся, но скорее всего закрытие будет недели на хаях.
выше 4425-4430. Но он просто обязан закрепиться и какое-то время здесь поторговаться, подержаться. Так, друзья, далее золото. Ставлю недельный таймфрейм. Ну, смотрите, золото, оно очень чутко реагирует на риск инфляции, на риск избыточной ликвидности, которые будут заливать рынки, то есть то, что она производит. Соответственно, вот когда случился кризис в марте 2020 года, после этого, несмотря на то, что был провал, хотя золото safe haven, но кризис ликвидности всех колебает, пошел рост в связи с тем, что начали активно печатать деньги. Потом, видимо, здесь уже произошло пресыщение. И сейчас на текущий момент времени золото оно является индикатором того, какие ожидания в части монетарной политики в США. Если мы удержим вот этот уровень, на который сейчас пришли и который заканчивается в районе 1762, то это было бы очень хорошо. Это было бы очень хорошо, но пока даже его пробитие это не было бы смертельно. Смертельно было бы движение вниз и пробой 1660-1650. Если такое движение все-таки сейчас произойдет, то это будет означать о том, что весьма вероятно осенью в значительной степени будут свернуты все стимулирующие меры, и мировой фондовый рынок и российский столкнется с тем, что пылесосом забирают ликвидность. Ну а если брать более локально и приземленно по часовику, то у нас сейчас идет консолидация в районе сильного уровня 1764-1765. Соответственно, если мы удерживаем 1760-1755, здесь достаточно большой получается диапазон, потому что было сильное движение, то либо сегодня, либо в понедельник мы увидим, ну как минимум, коррекционный отскок по золоту. И, соответственно, первая цель этого отскока это движение на 1782. По золоту на этой неделе все складывалось отлично. Сделали цели, выше не пошли. Ну, здесь изменился общий климат. И как бы черный лебедь, он и в Африке черный лебедь. Так, друзья, далее то, что касается рубль-доллар. Давайте посмотрим сишку, текущий контракт. Но здесь, в общем-то, цель 73 800 ее сделали. Сейчас, если страсти успокоятся, то весьма вероятно, что отсюда мы получим коррекционный откат. Цель движения будет 73 750. Если все-таки страсти не успокоятся и пойдет проторговка и закрытие выше уровня 73 950, то тогда все основания, что в понедельник у нас уже пойдет движняк в район 74 500 по фьючерсу. Вот. Здесь я все-таки склоняюсь к мысли, что должен быть коррекционный откат. Деревья до небес не растут, Центробанк не дремлет, хотя валюту скупает. Но здесь надо четко понимать, что в ближайшее время нас отсюда ждет движение на следующей неделе. Цель этого движения 74 750. Все условия для этого созданы. Хочется, не хочется, но весьма вероятно оно произойдет. Исключение будет только в том случае, если нефть и газ улетят в космос. Ну, газ понятно, но надо еще, чтобы нефть в космос улетела. Поскольку на горизонте такие перспективы не брызгают, то, соответственно, весьма вероятно это движение будет на следующей неделе. А сейчас, я думаю, где-то в районе вот этого уровня 73 800 будет закрытие по фьючерсу рубль-доллар. Так, друзья, далее давайте ришечку посмотрим. Часовой таймфрейм, текущий контракт, Рио, ну это склеенный фьючерс. Соответственно, сейчас может произойти отсюда разворот и отскок с целью закрепиться 163 500. Либо если это движение продолжается и здесь у нас возникает пробой 161 890, 870, то, соответственно, ну, скорее всего, будет пытаться закрепиться в районе 161 250, вот здесь вот на этом значении. Но пока такого ужаса вроде бы нет. Конечно, то, что происходит, оно очень сильно настораживает. Но с другой стороны, это такие мелочи, с учетом того, что начался август, и он обещает быть очень насыщенным.
Друзья, спасибо за внимание, успешных торгов, хороших выходных, счастливо.